Дорогие друзья, приглашаю вас в историю Лидии, женщины, чья размеренная жизнь в одно февральское утро дала трещину. Прежде чем мы начнем, мне очень интересно, из какой вы страны, дорогие слушатели? Напишите в комментариях, откуда вы нас слушаете. А теперь устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Лидия Ивановна Жукова всегда считала себя женщиной разумной. В ее мире, выстроенном по лекалам бухгалтерской отчетности, не находилось места непредсказуемым эмоциональным бурям. В свои 42 она обладала той особой, кристаллической ясностью духа, что рождается из 20 лет размеренного брака, самостоятельного заработка и добровольного отказа от изматывающих душу страстей. Ее существование было подобно аккуратно сведенному балансу. Работа главным бухгалтером стабильной компании, где цифры и отчеты составляли понятный и предсказуемый мир, дом, выходные на подмосковной даче у подруги, редкие, но обязательные поездки на море. Это была жизнь без эксцессов, без суеты, без надрыва. По крайней мере, так и виделось до того самого февральского вечера, когда хрупкая скорлупа ее реальности дала первую, почти неслышную трещину. Их брак с Никитой был прочным, обкатанным временем союзом двух людей, привыкших друг к другу. Он, занимавшийся строительным бизнесом, приносил в дом деньги, порой неровные, то щедрые, то скудные, но в целом семья не бедствовала. Их трехкомнатная квартира в кирпичной девятиэтажке, купленная еще в далеком 2010-м, была их крепостью, тихой гаванью в спальном районе, с детской площадкой во дворе, вид на которую порой вызывал у Лидии тихую, давно приглушенную боль. Мысль о ребенке она похоронила в 38, после лет бесплодных попыток и безрезультатных походов по врачам. Никита отшучивался тогда. «Зато на отдых каждый год ездим, не на памперсы тратимся». Лидия вежливо улыбалась в ответ, чувствуя, как что-то холодное и тяжелое сжимается у нее внутри. В тот вечер, вернувшись с работы около 7, она застала квартиру пустой. Никита задерживался на встрече с партнерами. Переодевшись в мягкий поношенный домашний халат, она вышла на кухню. Холодильник, забитый провизией, безмолвно свидетельствовал об их достатке. Достала загодя размороженную курицу, принялась готовить. Запекать с картошкой, как любил муж. Механические движения успокаивали. В голове сами собой роились будничные мысли. О том, что плита, советская, с конфорками, работающими через раз, давно требует замены. Никита обещал, но все откладывал, ссылаясь на дороговизну. Лидия кивала и не спорила, привыкнув уступать в крупных вопросах ему, главе семьи. Мысленным взором она обратилась к их общему счету в банке. Тому самому, что она открыла 20 лет назад, сразу после свадьбы, настояв на своем, несмотря на первоначальное сопротивление Никиты. «Это наша общая копилка на будущее», — убеждала она тогда. Для нее, бухгалтера до кончиков пальцев, эта сумма, к февралю достигшая 45 миллионов 220 тысяч рублей, была не просто цифрой. Это была овеществленная безопасность, материализованная уверенность в завтрашнем дне, подушка на старость, на болезнь, на черный день. Она знала ее наизусть, проверяя баланс еженедельно, с профессиональной дотошностью. За годы она лично внесла туда около 8 миллионов, откладывая понемногу от своей скромной зарплаты. Никита вкладывал больше, но нерегулярно. То сотни тысяч после удачной сделки, то ничего по полгода. Эти деньги были ее тихой надеждой, мечтой о маленьком домике за городом, на которую Никита обычно отвечал неопределенным. «Ну, посмотрим, может быть». Он вернулся в 8, тяжелый, усталый. Его широкая фигура, когда-то спортивная, а ныне обрюзгшая, с наметившимся животом заполнила собой пространство прихожей. Короткая стрижка и щетина добавляли ему внушительности. Раздевшись, он прошел на кухню и плюхнулся на стул с таким видом, будто сносил на себе все тяготы мира. «Привет, устал?» — спросила Лидия, ставя перед ним тарелку с душистой запеченной курицей. «Угу». Встреча затянулась. Буркнул он в ответ, не глядя на нее. Он ел молча, уткнувшись в экран смартфона. Лидия села напротив, сжимая в ладонях чашку с теплым чаем, и наблюдала за ним. Последние дни, нет, уже недели, он был странно отстранен. Позднее возвращение, телефон, ставший продолжением руки, короткие, ничего не значащие ответы вместо привычных рассказов о работе и планах. Раньше он делился с ней, теперь молчал.
И это молчание, густое и плотное, как лондонский туман, начинало ее по-настоящему тревожить. «Никита, у тебя все в порядке?» — осторожно спросила она, и ее голос прозвучал слишком громко в тишине кухни. Он поднял на нее взгляд, и на мгновение в его глазах мелькнуло что-то неуловимое, словно легкое раздражение, смешанное с усталостью. «Да? А что? Просто ты какой-то, не знаю, задумчивый», — продолжила она, чувствуя, как нарастает неловкость. «Работы много, сделок несколько на подходе». Отрубил он и снова погрузился в созерцание экрана, отгородившись от нее невидимой, но прочной стеной. Лидия допила чай, встала и принялась убирать со стола. Она чувствовала себя лишней в собственном доме, словно незваная гостья, нарушившая его уединение. На следующий день в пятницу в бухгалтерии царила почти праздничная атмосфера. Коллега Ирина, женщина с огненно-рыжими волосами и громким заразительным смехом, принесла собственноручно испечённое печенье. Они сидели вчетвером: Лидия, Ирина и две девушки помоложе. И это нехитрое угощение на мгновение стерло формальности служебных отношений. «Лида, а ты на 8 марта куда собираешься?» — с набитым ртом спросила Ирина. «Не знаю еще. Никита, наверное, куда-нибудь сводит». «Ага, в кафешку какую-нибудь». «Мой в прошлом году в столовую повел, фыркнула Ирина. «Романтик, блин». Все засмеялись. Лидия тоже улыбнулась, но внутри у нее ёкнуло. Никита и правда не был романтиком. Цветы, редкие и обезличенные, как правило, к праздникам, комплиментов она от него не слышала годами. Но она никогда не позволяла себе жаловаться, убеждая себя, что главное — это стабильность и надежность, а не сиюминутные порывы. Поэтому, когда в пятницу вечером Никита появился на пороге в небывало ранний час, около 6, Лидия искренне удивилась. «Ты чего так рано?» «Завтра суббота, решил пораньше. Давай куда-нибудь сходим, в кино, например». Предложение обрадовало ее с неожиданной силой. Они сходили на какую-то легкую комедию, потом зашли в уютное кафе, где пили кофе с пирожными. Лидия, держа мужа за руку, болтала о пустяках. О работе, о печенье Ирины. Никита слушал, кивал, изредка улыбался. Все это было так похоже на старые добрые времена, что Лидия почти убедила себя, она зря накручивала. У него и правда просто был тяжелый период на работе. Но в воскресенье вечером иллюзия рассыпалась в прах. Они сидели в гостиной, смотрели телевизор, когда у Никиты зазвонил телефон. Он взглянул на экран, и его лицо дернулось. Не говоря ни слова, он поднялся и вышел из комнаты, притворив за собой дверь. Лидия сквозь шум телевизора услышала приглушенные звуки его голоса в коридоре. Тихие, но отчетливо напряженные. Слов разобрать было нельзя, но интонация красноречиво говорила о серьезном разговоре. Она встала и на цыпочках подошла к двери, затаив дыхание. «Мам, ну не сейчас. Я же говорил, что подумаю». «Нет, у меня сейчас нет столько. Мам, ну давай потом обсудим». Свекровь. Валентина Михайловна. Женщина 65 лет, всегда подчеркнуто аккуратная, с безупречной короткой завивкой и неизменным макияжем. Она жила одна в однокомнатной квартире на другом конце города, и смерть мужа 15 лет назад лишь укрепила ее властный характер. Никита был ее единственным сыном, предметом бесконечной заботы и источником постоянных советов, которые она щедро раздавала Лидии. «Лида, ты бы суп почаще варила, а то Никита худой какой-то». «Лида, вы бы шторы поменяли, эти уже старые». Лидия всегда кивала, делая вид, что прислушивается, но в последнее время звонки участились. И после каждого из них Никита становился мрачным и раздражительным. Она вернулась на диван, когда разговор, судя по всему, закончился. Никита вошел в комнату минут через 10. Его лицо было красно, а взгляд уперся в пол. Он молча устроился в кресле, уставившись в телевизор. Все в порядке?» Снова как эхо повторила свой вопрос Лидия. «Да, мать звонила». «Что-то случилось?» «Нет, так, болтала». Он замолчал. И это молчание было красноречивее любых слов. Лидия чувствовала, что он лжет, но не стала настаивать. Она всей душой ненавидела конфликты и предпочитала избегать их как огня. Прошла неделя. Никита снова погрузился в привычный ритм. Позднее возвращение, телефон, короткие, ничего не значащие ответы. Лидия пыталась утопить тревогу в работе, но тёмное, тяжёлое предчувствие, что происходит что-то непоправимое, не уходило.
а лишь нарастала с каждым днем. В среду вечером, когда гнетущая тишина квартиры стала невыносимой, позвонила Светлана. Их дружба, протянувшаяся из студенческой юности сквозь 2 десятилетия, была для Лидии островком безусловного доверия в мире, внезапно покрывшимся трещинами. Голос подруги, привычный и тёплый, прозвучал как спасательный круг. «Лида, привет. Как ты?» «Нормально», — ответила Лидия, и сама удивилась тому, как фальшиво прозвучало это слово. «А ты?» Да так, устала. Слушай, а давай в пятницу встретимся, в кафешке посидим, поболтаем. «Давай», — с облегчением согласилась Лидия. В пятницу они устроились у окна в небольшом, уютно гудящем кафе. Светлана с живыми глазами и привычкой жестикулировать за чашкой кофе выкладывала новости своей насыщенной жизни. Школьные дела, проделки детей, планы мужа на рыбалку. Лидия кивала, старалась улыбаться, но мысли ее витали где-то далеко, возвращаясь к молчаливой фигуре мужа, склонившегося над смартфоном. «Лида, ты чего такая? Что-то случилось?» — наконец спросила Светлана, положив руку на ее запястье. И тогда Лидия, сдавшись, исповедально вздохнула. «Не знаю. Никита последнее время странный какой-то. Постоянно занят, телефон не выпускает, на вопросы отвечает односложно. Ты думаешь, он, изменяет?» — осторожно высказала предположение Светлана. «Не знаю, может быть. Хотя вроде не похоже. Он не задерживается до ночи. Парфюмом от него не пахнет чужим. А ты спроси у него прямо». Спрашивала. Говорит, работы много. Светлана задумчиво помешала ложечкой в почти пустой чашке. «Лида, а вдруг у него правда проблемы какие-то с деньгами, например? Но он бы мне сказал. Мужики не любят в таком признаваться. Им стыдно». Эта мысль, высказанная вслух, упала в благодатную почву. Лидия замерла, всматриваясь в кружевную пену на дне своей чашки. А вдруг правда проблемы? Может, его строительный бизнес пошатнулся, долги, неудачные сделки. И он, привыкший быть добытчиком и опорой, переживает в одиночестве, не зная, как подступиться с таким разговором. Она решила, что попробует поговорить с ним еще раз, мягко, без упреков и нажима. Но в субботу утром случилось нечто, что заставило ее насторожиться всерьез. Проснувшись с первыми лучами, она оставила Никиту спать и, накинув халат, устроилась на кухне с телефоном. За окном медленно разгорался рассвет, окрашивая спальный район в пастельные тона. Было тихо, почти идиллически. Никита появился около 9, помятый, сонный, в растянутой футболке. Поздоровался кивком, налил себе крепкого кофе. Они позавтракали в тягучей, звенящей тишине, после чего он увалился в душ. День прошел в привычной рутине. Домашние хлопоты, негромкий гул телевизора. Никита устроился в гостиной с ноутбуком, и время от времени Лидия, проходя мимо, ловила обрывки его приглушенных телефонных разговоров. «Да, я понимаю. Нужно подождать. Не волнуйся, все будет». С кем он говорил таким успокаивающим, почти интимным шепотом? О чем? Она сжимала зубы, запрещая себе подслушивать и задавать вопросы, чтобы не показаться назойливой. К вечеру воскресенья тревога переполнила ее. Она металась по квартире, бесцельно включала и выключала телевизор, брала в руки книгу и не могла прочесть ни строчки. Мысли крутились вокруг одного навязчивого вопроса. Что происходит с Никитой? Почему он такой скрытный? Она вспоминала первые годы брака, когда они могли говорить обо всем на свете, когда он делился с ней каждым своим планом. Теперь между ними выросла глухая стена, и она не понимала ни почему она возникла, ни как через нее перелезть. На следующий день на работе Лидия едва могла сосредоточиться. Цифры в отчетах расплывались. Она несколько раз допустила досадные ошибки. Что с ней, педантичным бухгалтером, случалось крайне редко. Ирина заметила ее рассеянность и спросила, все ли в порядке. Лидия отмахнулась, сославшись на усталость. Вечером снова позвонила Светлана. Но Лидия не стала ничего рассказывать. Что говорить? Что муж стал странным? Что она чувствует незримую угрозу, но не может ее идентифицировать? Это звучало бы глупо и беспомощно. Они поговорили о пустяках минут 20, и, положив трубку, Лидия почувствовала себя еще более одинокой, чем до звонка. Она сидела на кухне с остывающей чашкой чая, уставившись в темнеющее окно. За стеклом один за другим зажигались золотые квадраты окон в соседних домах. Обычные жизни, обычные вечера,
Чьи-то счастливые или не очень, но понятные ритуалы. А в ее груди клубилось черное, бесформенное облако тревоги, которое она не могла ни объяснить, ни изгнать. Никита вернулся около 10. Лидия притворилась спящей, прислушиваясь к его шагам, тяжелым, усталым. Он разделся, лег рядом, и от него пахло не только сигаретами, но и чужим терпким парфюмом. Вопрос «где ты был?» застрял комом в горле. Она промолчала, не в силах вынести очередную порцию лжи. Прошла неделя, затем еще одна. Напряжение в квартире сгущалось, становясь почти осязаемым, хотя ни один из них не решался заговорить вслух. Никита пропадал допоздна. Его молчаливая отстраненность превратись в прочную стену. Лидия в ответ замкнулась в себе, перестав задавать вопросы и пытаться достучаться. В конце марта случилось то, что сорвало последние покровы с ее иллюзий. Она возвращалась с работы, стояла под навесом остановки в промозглом вечернем дожде и вдруг увидела его черную «Тойоту». Машина проехала мимо, и в ее свете на мгновение четко вырисовались два профиля. Никита за рулем и Валентина Михайловна на пассажирском сиденье. Они о чем то оживленно беседовали. Свекровь что-то показывала ему на экране телефона, а он внимательно кивал. Лидия остолбенела. Они двигались в сторону центра. Механически она глянула на часы. Без 27. Утром Никита говорил, что у него встреча с партнерами до 9. Значит, соврал. Поехал куда-то с матерью, скрывая это. И весь путь в автобусе она провела, уставившись в темное, залитое дождем стекло, и в голове ее стучали одни и те же вопросы. Куда? Зачем? Почему он тщательно скрывает от нее эти встречи? Дома первым делом она машинально проверила их общий счет. 45 220 тысяч. Все на месте. Значит, дело не в деньгах. Или пока не в них. Она закрыла приложение, прошла на кухню и на автопилоте начала готовить ужин. Руки сами резали овощи, помешивали содержимое кастрюль, а сознание лихорадочно искало разгадку. Что они задумали? Что планируют втайне от нее, жены 20 лет? Никита вернулся ближе к 11 с видом усталым, но довольным. Он молча поужинал и лишь затем бросил, что встреча прошла успешно и сделка почти закрыта. Лидия кивала, делая вид, что верит, но понимала, она больше не верит ни единому его слову. Апрель принес новые тревожные звоночки. Никита стал пропадать по выходным под предлогом срочной работы. Лидия пару раз предлагала составить компанию, но он отмахивался. «Это скучные переговоры, зачем тебе?» Однажды она мельком увидела на экране его телефона сообщение от Валентины Михайловны. «Сынок, я нашла идеальный вариант». «Какой вариант? Чего?» Вечером она осторожно спросила. «Никита, твоя мать что-то ищет?» Он дернулся, насторожился. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто видела сообщение случайно». «Она подруге помогает дачу найти. Не твое дело». Эти слова «не твое дело» она слышала все чаще, словно была не женой, а посторонней, чье мнение ничего не значит. В середине апреля свекровь позвонила сама. Велела срочно передать Никите, чтобы перезвонил. «Важный вопрос», — подчеркнула она. Никита, получив сообщение, тут же заперся в ванной и полчаса о чем то говорил за дверью приглушенным серьезным голосом. Вышел с каменным лицом, не удостоив ее ни словом объяснения. Лидия чувствовала себя чужой в собственном доме, от которой отгородились невидимым, но прочным барьером. Все ее попытки поговорить он парировал коротким «всё нормально, не выдумывай». В конце апреля она снова увидела его машину, на этот раз припаркованную у агентства недвижимости в центре города. Она возвращалась с работы пешком, решив прогуляться, и стала невольной свидетельницей того, как Никита выходил из стеклянных дверей с плотной папкой в руках, садился в автомобиль и уезжал. Лидия замерла на тротуаре, чувствуя, как почва окончательно уходит у нее из-под ног. Что он мог делать в чужом агентстве недвижимости, имея собственную строительную компанию? Этот вопрос обжег ее сознание, но задавать его мужу было бесполезно. Она уже представляла, как он отмахнется привычной фразой «не твое дело» или сплетет очередную паутину лжи. К началу мая Лидия существовала в состоянии перманентного нервного напряжения, будто ходила по острию ножа. Тревога стала ее верной спутницей.
а в воздухе витало тягостное предчувствие неминуемой беды. Она проверяла банковский счет ежедневно, с замиранием сердца ожидая, что цифры на экране вдруг изменятся. Но баланс оставался незыблемым. 45 миллионов 220 тысяч. Пока он не трогал деньги. Но ее бухгалтерская интуиция, отточенная годами, безошибочно подсказывала. Что-то крупное назревает. Никита и его мать что-то затеяли, и их планы напрямую касались этих денег. Иначе к чему вся эта конспирация? Шепот в телефонной трубке, тайные встречи, визиты в агентство. Лидия твердо решила бдить. Она будет следить за каждым движением на счету, как хищная птица, не позволяя обмануть себя. 20 лет она копила, отказывая себе в мелочах, лелея мечту о спокойной старости. И не позволит этим надеждам рухнуть в одночасье. Но она еще не подозревала, насколько все серьезно. Не знала, что Никита с матерью уже все решили, и что через несколько дней ее жизнь расколется на «до» и «после». 5 мая выдалось на редкость солнечным. Лидия проснулась от ярких лучей, бивших в глаза. Никита уже поднялся, доносились его шаги и невнятное бормотание. Она глянула на часы. 8 утра, непривычно рано для субботы. Накинув халат, она вышла на кухню. Никита, уже одетый в джинсы и рубашку, допивал кофе. Увидев ее, кивнул. «Доброе утро. Я сегодня уезжаю на весь день». Куда? — спросила Лидия, наливая себе чай. Дела. По работе. В субботу? «Клиент требует встречи именно сегодня. Ничего не поделаешь». Он допил кофе, схватил ключи от машины, чмокнул ее в щеку. «Вернусь поздно, не жди меня на ужин». И исчез за дверью. Лидия осталась стоять с чашкой в руках, снова чувствуя знакомое леденящее одиночество. Снова дела, снова тайна. Она подошла к окну и увидела, как его черная «Тойота» выруливает со двора. Механически она проверила приложение банка. 45 миллионов 220 тысяч. Все на месте. Но куда он уехал? Один? Или с ней? Зачем? Не в силах усидеть дома, Лидия оделась и вышла на улицу. В сквере у дома было тепло и беззаботно. Дети смеялись на площадке, молодые мамы болтали на лавочках. Мир жил своей жизнью, а ее изнутри разъедала неотпускающая тревога. Вернувшись, она попыталась отвлечься телевизором, но тщетно. Мысли возвращались к Никите, к его странному поведению, к шепоту свекрови. В час дня она с отчаянием принялась за уборку, пытаясь физическим трудом заглушить душевную боль. Зайдя в спальню, она увидела пиджак, небрежно брошенный им на кровать утром. Решив убрать его в шкаф, она взяла вещь, и из внутреннего кармана выпал сложенный листок. Это была распечатка объявления с сайта о продаже недвижимости. Продается трехкомнатная квартира в элитном комплексе «Золотые ключи». Площадь — 115 квадратных метров. Евроремонт, панорамные окна, закрытая территория, подземный паркинг. Цена — 45 миллионов рублей. Лидия медленно опустилась на край кровати, вновь и вновь перечитывая цифру. 45 миллионов. Ровно столько, сколько лежало на их общем счету. Неужели простое совпадение? Она уставилась на фотографии роскошной, залитой светом квартиры с дорогой отделкой, и кусок застрял у нее в горле. Но зачем Никите эта распечатка? Мысли метались в голове Лидии, не находя логического объяснения. Они никогда не обсуждали переезд, не строили планов о смене жилья. Разве что она изредка мечтала о маленьком домике за городом, но это были именно что несбыточные грезы. Или они все таки собирались, и Никита целенаправленно скрывал это от нее. Лидия встала и забегала по комнате, как раненая птица, ударяясь о стены своих подозрений. В памяти всплывали обрывки фраз, подслушанные украдкой. «Нашла идеальный вариант», — писала свекровь. «Всё будет», — успокаивал Никита. Неужели они планируют купить эту роскошную квартиру? Но для кого? Для Валентины Михайловны? Променять их общие 20-летние накопления, всю ее бухгалтерскую бережливость на элитное жилье для властной старухи без ее жены ведома? От этой догадки внутри все оборвалось и похолодело, словно в груди образовалась пустота, высланная инеем. Она снова рухнула на кровать, сжимая в дрожащих пальцах злосчастный листок. Не может быть. Он не может быть настолько жестоким и циничным. С трясущимися руками
Она достала телефон и набрала Светлану. Подруга ответила на третьем гудке, и ее голос прозвучал как луч света в кромешной тьме. «Лида, привет. Что случилось?» «Света, мне нужно с тобой встретиться. Срочно. Сейчас я дома с детьми. Муж на рыбалке уехал. Можно я к тебе приеду? Это важно». «Конечно, приезжай». Дорога в такси промелькнула, как один сплошной мучительный миг. Лидия смотрела в окно, не видя ни весенних улиц, ни прохожих, пытаясь загнать обратно подступающие к горлу слезы. Светлана открыла дверь в домашнем халате, с растрепанными волосами, но с ясным, готовым к поддержке взглядом. «Заходи. Дети в комнате играют. Нам не помешает». Что случилось? На кухне, за столом, Лидия молча положила перед подругой распечатку. Светлана пробежала ее глазами, и брови ее поползли вверх. «Квартира за 35 миллионов. Ничего себе. На нашем счету лежит ровно 45 миллионов 220 тысяч». Тихо, но чётко произнесла Лидия. Светлана подняла на неё встревоженный взгляд. «Ты думаешь, он собирается её купить?» «Не знаю, но он что-то скрывает. Последние 2 месяца он постоянно с матерью, разговаривает вполголоса, ездит куда-то. А сегодня уехал рано утром, сказал, по работе, в субботу». Светлана нахмурилась, её лицо стало серьёзным. «Лида, это серьёзно. Если он правда хочет купить квартиру на ваши общие деньги, он должен был с тобой обсудить». «Должен был, но не обсудил. Даже не заикнулся. Значит, не хочет, чтобы ты знала». Лидия кивнула, сжимая кулаки под столом, чтобы не расплакаться. Она не позволит себе сломаться здесь и сейчас. «Что мне делать?» Во-первых, успокоиться. Может, это просто распечатка? Может, он для клиента смотрел варианты? Никита занимается стройматериалами, а не недвижимостью. Тогда тебе нужно узнать правду. Поговорить с ним прямо. Он соврет, как всегда. Светлана помолчала, обдумывая следующий шаг. Потом твердо взяла Лидию за руку. «Лида, слушай меня. Если он правда задумал что-то с вашими деньгами, ты должна защитить себя. Открой свой счет. Переведи хотя бы часть денег, пока не поздно. Перевести деньги. Защитить себя». Раньше эти слова показались бы ей чудовищным предательством. Но теперь, когда Никита, возможно, готовил свое предательство, они звучали как единственный разумный совет. «Я подумаю», — тихо пообещала она. Около 4 она вернулась домой. Никиты еще не было. С холодной, выверенной точностью Лидия прошла в спальню и положила распечатку обратно в карман пиджака, стерев следы своего вторжения. Затем села за компьютер, нашла то самое объявление и внимательно, строчка за строчкой, изучила его. 3-комнатная в золотых ключах, 7-й этаж, вид на парк, мебель в подарок. Агентство «Горизонт». Марина Олеговна. Она записала номер. Потом снова открыла банковское приложение. 45 миллионов 220 тысяч. Пока все на месте. Но это «пока» висело в воздухе дамокловым мечом. Она задумалась, вглядываясь в холодный свет монитора. Если Никита действительно вынашивает этот чудовищный план, то когда он решится на сделку? Завтра? На следующей неделе? В ее уме зазвучал навязчивый тревожный стук, отсчитывающий последние часы относительного спокойствия. Никита вернулся ближе к 10 вечера, излучая усталость и отрешенность. Лидия, сидевшая на кухне с раскрытой, но нечитаемой книгой, наблюдала за ним из-под тишка. «Привет, как дела?» — бросил он на ходу, уже направляясь вглубь квартиры. «Нормально, а у тебя?» — откликнулась она, и собственный голос показался ей чужим. Устал. Долгая была встреча. Он скрылся в ванной, а затем проследовал в спальню. Собрав всю свою волю, Лидия отложила книгу и пошла за ним. Никита уже лежал на кровати, закинув руку на лоб и прикрыв глаза. «Никита, мне нужно с тобой поговорить». Он нехотя приоткрыл один глаз. «О чем? О нас. О наших планах. Лида, не сейчас. Я устал. Когда тогда? Ты постоянно устал, постоянно занят». Прозвучало тверже, чем она ожидала. Он сел на кровати, и его взгляд стал раздраженным и тяжелым. «Ну хорошо, говори. О чем ты хотела?» Лидия опустилась на край матраса, ощущая, как подкашиваются ноги. «Мы с тобой копим деньги 20 лет. На счету приличная сумма. Я хотела узнать, какие у нас планы на эти деньги». Никита нахмурился. Его брови сдвинулись в темную недовольную линию. «Планы? Какие планы? Лежат себе, лежат на черный день. Может, стоит что-то с ними сделать?
Купить домик за городом, как мы мечтали», — продолжала она, вглядываясь в его лицо, пытаясь поймать малейшую тень лжи. «Лида, сейчас не время. Кризис, нестабильность. Лучше пока деньги не трогать». Его лицо было каменной маской, непроницаемой и гладкой. «Хорошо», — сдалась она, чувствуя, как горечь подступает к горлу. «Просто я подумала, что пора бы уже как-то распорядиться накоплениями». «Распорядимся, когда придёт время», — отрезал он и лёг, повернувшись к ней спиной. Разговор был исчерпан. Выйдя из спальни, Лидия ощущала, как внутри всё закипает от бессильной ярости. Он соврал. Снова соврал ей в глаза. «Лучше пока деньги не трогать», — говорил он, а сам в это самое время, вероятно, уже примеривался потратить их все на элитную квартиру для своей матери. Она прошла в гостиную, достала телефон и с холодной решимостью отчаяния нашла номер агентства недвижимости. Завтра воскресенье, они вряд ли работают. Но в понедельник она обязательно позвонит. Узнает всё, на какой стадии сделка, кто фигурирует в качестве покупателя и, главное, когда. Ночь принесла не сон, а бесконечное бдение. Она лежала в темноте, уставившись в потолок, и слушала, как Никита безмятежно храпит рядом. Мысли метались по замкнутому кругу. Звонить в агентство, пытаться вывести Никиту на чистую воду или переводить деньги. Последний вариант казался единственно разумным, но от него стыла кровь. Это означало окончательный крах, признание того, что брак умер, а они из супругов превратились во врагов. Утро воскресенья встретило её пасмурным, давящим светом. Лидия встала, пока Никита ещё спал, оделась и вышла на набережную. Город был пуст и тих. Она сидела на холодной лавочке, наблюдая, как серые волны бьются о бетон, и её собственные мысли были такими же беспокойными и тёмными. Телефон завибрировал. «Где ты?» — от Никиты. «На прогулке, скоро вернусь», — коротко ответила она и больше не получила ни слова. Вернувшись домой, она застала его на кухне с кофе и телефоном. «Ты чего так рано ушла?» «Не спалось. Решила прогуляться». Он кивнул, снова погрузившись в экран. После безмолвного завтрака он объявил. «Я сегодня тоже уезжаю. Часа на 3. К матери. Она просила помочь с мебелью». Лидия промолчала. К матери. Конечно, куда же ещё? Как только он уехал, она села за компьютер. С холодной, почти хирургической точностью она открыла объявление, ещё раз изучила каждую фотографию, каждый квадратный метр этой роскошной квартиры, которая должна была поглотить все их общие надежды. Затем она закрыла вкладку и открыла банковское приложение. Её пальцы повисли над клавиатурой. Она зашла в раздел «Открытие счёта» и, заполнив форму, создала новый, личный, только на её имя. Через несколько минут счёт был открыт. Он светился на экране как обетование безопасности, как кинжал, занесённый над её браком. Теперь оставалось только перевести деньги. Но какие? Все 45 миллионов? Или только её законные 8? Если перевести всё, скандал и суд неизбежны, если только её часть. Он всё равно купит квартиру на оставшиеся 37, просто добавив своих. Нет, она не могла позволить ему разбазарить эти деньги. 20 лет их общей жизни, их общее будущее. Она не даст ему выбросить всё на ветер. Лидия открыла раздел переводов. Её палец, холодный и незнакомый, медленно вывел сумму. 45 миллионов 220 тысяч рублей. Всё до последней копейки. В поле получателя светились реквизиты её нового безликого счёта. Кончик пальца замер в миллиметре от экрана, и в этот миг мир словно остановился, затаив дыхание. Сердце колотилось с такой силой, что отголоски, казалось, отражались от стен тихой квартиры. Этот щелчок будет точкой невозврата, объявлением войны, на которую она, всегда избегавшая конфликтов, теперь шла сознательно. Но если она отступит сейчас, Никита сделает этот шаг за неё, и она останется у разбитого корыта 20-летней жизни. Она нажала. Подтвердила операцию кодом из СМС, цифры расплывались перед глазами, на экране замигал бездушный значок. Операция выполняется. Подождите. Она не дышала, следя за бегущей полоской загрузки, чувствуя, как с каждой секундой рушатся скрепы её прежнего существования. 10 секунд. 20. 30.
И вот оно, сообщение. Операция выполнена успешно. Она обновила страницу с лихорадочной поспешностью. Баланс общего счета — 0 рублей 0 копеек. Баланс ее личного счета — 45 миллионов 220 тысяч. Она захлопнула ноутбук и откинулась на спинку стула. Руки мелко дрожали. Но внутри, под слоем леденящего ужаса, пульсировало странное, выстраданное спокойствие. Она сделала это. Она защитила то, что принадлежало им обоим. Но что он собирался украсть у нее в тишине? Никита вернулся около 3, и его лицо светилось скрытым удовлетворением. «Как дела?» — бросил он, мливая себе стакан сока. «Нормально. А у тебя?» Голос ее не дрогнул. «Хорошо. Помог матери с диваном. Переставили в другую комнату». Лидия кивнула. Он еще ничего не знал. Пока. Вечер прошел в призрачном подобии идиллии. Они ужинали, смотрели телевизор. Никита не проверял телефон, не заглядывал в банковские приложения. Лидия сидела рядом, делая вид, что следит за сюжетом, а сама вела внутренний отсчет. Когда грянет гром? В понедельник утро началось с обманчивого спокойствия. На работе Ирина угощала пирогами, коллеги болтали о пустяках, Лидия улыбалась и кивала, будучи вся обращена внутрь себя в ожидании бури. В 2 часа раздался звонок от Светланы. «Лида, как у тебя дела?» «Пока тихо». «Ты решила, что будешь делать?» Выйдя в коридор, Лидия прошептала. «Я перевела все деньги на свой счет. Вчера». Светлана ахнула. «Всё? Лида, ты серьезно? Серьезно. 45 миллионов, до копейки». «И как Никита?» «Пока не знает, но скоро узнает». «Лида, ты понимаешь, что он взбесится?» «Понимаю, но я не могла иначе». Вечером, переступив порог дома около 7, она сразу ощутила сгустившуюся атмосферу. Никита сидел на кухне, и его лицо было темной грозовой тучей. Увидев ее, он медленно поднялся. «Нам нужно поговорить». Лидия сняла туфли, прошла на кухню, села напротив. «О чем? «О деньгах. Ты знаешь, что случилось с нашим счетом? Она положила ладони на стол, стараясь, чтобы они не дрожали. «Знаю». Никита уставился на нее. Его глаза сузились. «Это ты? Ты сняла деньги?» «Я перевела их на свой личный счет. Он побледнел, кожа на скулах натянулась. «Ты что, спятила? 45 миллионов! Наши общие деньги, которые ты собирался потратить без моего ведома. Я ничего не собирался. Не ври, Никита. Я нашла у тебя распечатку. Квартира за 45 миллионов. Для твоей матери». Он замолчал, и его лицо исказило гримасы ярости и презрения. «Ты рылась в моих вещах». Она выпала из кармана, случайно. «Случайно», — усмехнулся он, и в его голосе зазвенела сталь. «Ты следишь за мной, роешься в карманах, таскаешь деньги. Кто ты теперь?» Лидия медленно поднялась со стула. Ее фигура, обычно такая сдержанная, теперь выпрямилась в полный рост, наполненная ледяным достоинством. «Я женщина, которая защищает свои накопления», — прозвучало твердо и отчетливо. 20 лет я вкладывала деньги в этот счет. Не для того, чтобы ты втайне купил своей матери элитную квартиру. «Это не твое дело!» — рявкнул Никита, но в его голосе послышались слабые нотки неуверенности. Еще как моё! Это наши общие деньги!» — парировала Лидия, не отступая ни на шаг. Он стремительно сократил расстояние между ними, нависая над ней своей массивной фигурой, пытаясь запугать. «Верни деньги. Немедленно». «Нет». «Лида, я не шучу. Верни деньги, или я подам на тебя в суд». «Подавай», — спокойно ответила она, глядя ему прямо в глаза. «Я докажу, что 8 миллионов внесла я, а остальные — твои. Но ты хотел потратить все, и мои в том числе». «Ты не докажешь ничего». Его дыхание стало тяжелым и хриплым. «Докажу. У меня есть выписки по зарплате за 20 лет. Я могу показать суду каждый мой перевод, каждую копейку». Никита отпрянул, словно ее слова были ударами кнута. Он тяжело дышал, его кулаки сжались, а затем со всей силы обрушились на кухонный стол, отчего задребезжала посуда. «Ты... Я тебя ненавижу». Лидия не дрогнула,
не отступила. В ее душе что-то окончательно оборвалось. «Я тоже тебя больше не люблю», — произнесла она тихо, но ясно. «Нам не по пути». Одним резким движением он схватил ключи со стола, тяжелой походкой направился к выходу и с оглушительным грохотом захлопнул дверь. Лидия осталась стоять одна, в центре внезапно опустевшей кухни. Внутри все дрожало от адреналина и пережитого потрясения. Но она держалась, не позволяя себе ни слез, ни отчаянных звонков. Она просто стояла и впитывала горькую истину. Все кончено. Их общая жизнь, длившаяся 2 десятилетия, подошла к концу. На следующее утро, в среду, она проснулась одна. Простыня с другой стороны кровати была холодной и нетронутой. Она собралась на работу в гробовой тишине, и весь день в офисе прошел как в тумане. Мысли путались, цепляясь за один и тот же вопрос. Где он? У матери? В гостинице? В обеденный перерыв позвонила Светлана. «Как ты?» «Нормально. Никита ушел вчера вечером. Не вернулся». «Лида, может, стоит позвонить ему?» «Зачем? Все уже сказано. Но вы же 20 лет вместе были». «Вместе теперь нет», — отрезала Лидия, и в ее голосе не осталось и тени сомнения. Вернувшись вечером в пустую квартиру, она прошлась по комнатам, ощущая непривычную акустику одиночества. Она остановилась у окна, наблюдая, как сгущаются сумерки. Впервые за 20 лет она была совершенно одна. И странное дело, ей было не страшно. Напротив, она чувствовала странную, почти невесомую легкость, будто с ее плеч свалился тяжелый невидимый груз. Утром 8 мая, во вторник, раздался звонок с незнакомого номера. «Алло, Лидия Ивановна? Это Марина Олеговна из агентства недвижимости «Горизонт». Лидия насторожилась. Сердце ёкнуло. «Слушаю». «Мне звонил ваш муж, Никита Петрович. Сказал, что у вас возникли проблемы со сделкой по квартире в Золотых Ключах. Так ли это?» Лидия сделала паузу, собираясь с мыслями. «Какая сделка? Я ничего не знаю ни о какой сделке». На том конце провода послышался сбивчивый вздох. Но Никита Петрович вносил задаток 2 недели назад — 500 тысяч рублей. Мы договорились о встрече у нотариуса на 10 мая, в пятницу в 11:00 утра, для оформления сделки. Лидия похолодела. Значит, все правда. Он не просто планировал, он уже все организовал. «На кого оформляется квартира?» — спросила она, уже зная ответ. «На Валентину Михайловну Жукову, мать вашего мужа. Никита Петрович сказал, что покупает квартиру для нее. Все встало на свои места с пугающей, безжалостной ясностью. Лидия закрыла глаза, глубоко вдохнула. «Марина Олеговна, никакой сделки не будет. Денег нет». «Как нет? Но Никита Петрович заверял, были. Теперь нет. Но задаток. Если сделка сорвется, задаток не возвращается. Это проблема Никиты. До свидания». Положив трубку, она опустилась на диван и обхватила голову руками. Значит, он уже внес задаток. Назначил дату у нотариуса. Послезавтра он планировал перевести все деньги и оформить квартиру на мать. А ей что сказал бы? Что деньги ушли в бизнес? Что случились проблемы? Хорошо, что она успела. Хорошо, что вовремя все поняла и перевела деньги. Вечером того же дня зазвонил телефон Никиты. Лидия взяла трубку. «Да? Ты уничтожила сделку!» — заорал он, его голос сипел от бешенства. «Я внес задаток. 500 тысяч. Теперь я их теряю». «Твои проблемы», — холодно парировала она. «Не надо было планировать покупку без моего ведома. Это была квартира для моей матери», — выкрикнул он, и в его голосе прозвучало отчаянное оправдание. «За наши общие деньги, Никита. За 45 миллионов». Ее голос звучал холодно и неумолимо, как сталь. «Все мои накопления, вся моя жизнь. Я бы заработал еще. Попытался он парировать, но в его словах слышалась беспомощность. «Когда? Через 20 лет?» — отрезала Лидия, не оставляя ему ни малейшей лазейки для оправдания. Никита тяжело дышал в трубку. Она слышала его сдавленные, яростные вздохи. «Лида, верни деньги. Сделка назначена на 10-е. Если я не приду с деньгами, я потеряю задаток». «Теряй», — без тени сожаления ответила она.
Это твой выбор и твои проблемы. «Я тебе этого не прощу!» — прорычал он и бросил трубку. Лидия медленно положила телефон. Руки ее слегка дрожали, но внутри царило странное выстраданное спокойствие. Пусть теряет свои 500 тысяч. Пусть объясняется с матерью. Он сам загнал себя в эту ловушку. В среду и четверг стояла зловещая тишина. Никита не звонил, не писал. Лидия жила в состоянии напряженного ожидания, будто в воздухе висела невидимая гроза, которая вот-вот должна была обрушиться. Она ходила на работу, возвращалась в пустую квартиру и механически проверяла счет. 45 миллионов 220 тысяч по-прежнему находились в безопасности. 9 мая, в четверг, она пыталась отвлечься книгой, но мысли постоянно возвращались к завтрашнему дню. Вечером позвонила мать, и Лидия, не в силах выложить всю правду, поддерживала легкий разговор о погоде и работе. 10 мая, в пятницу, она проснулась с тяжелым каменным предчувствием. Сегодня в 11 часов у нотариуса должна была состояться та самая сделка. Она представила, как Никита, его мать и продавцы собрались в конторе, ожидая перевода, которого никогда не будет. Всё утро, сидя в офисе, она украдкой поглядывала на часы. 11:05, 11:10, 11:15. Воображение рисовало всё более драматичные сцены. В 11:30 телефон взорвался звонком. Она поднесла трубку к уху и услышала не связную речь, а рыдающие, захлёбывающиеся звуки. Она сняла все деньги и заблокировала счета. Голос Никиты срывался на истеричный визг. На фоне слышался пронзительный негодующий голос Валентины Михайловны. Как так? Где деньги, Никита? «Я предупреждала тебя», — спокойно, почти отстраненно сказала Лидия. «Ты разрушила все. Мать в истерике. Продавцы грозятся подать в суд. Задаток сгорел. Это ты разрушил, когда решил купить квартиру без моего согласия. Я тебя ненавижу. Ты заплатишь за это». Он кричал, и в его голосе слышалось отчаяние дикого зверя, попавшего в капкан. Коллеги в офисе с любопытством обернулись на ее взволнованное лицо. Ирина подошла с вопросом, но Лидия, отмахнувшись, вышла в коридор. Прислонившись к прохладной стене, она чувствовала, как бешено колотится сердце, но на ее губах играла легкая, почти невесомая улыбка. Получилось. Она сделала это. Теперь Никите и его властной матери предстояло расхлебывать последствия их собственного вероломства. Остаток дня прошел как в тумане. Внутри не было ни радости, ни торжества, лишь огромная всепоглощающая усталость и странное безмятежное спокойствие. Буря миновала. Впереди лежала неизвестность, но это была ее неизвестность, ее выбор и ее жизнь. Вечером, вернувшись в тихую квартиру, она заварила чай и села у окна, глядя на зажигающиеся огни города. Где-то там Никита объяснялся с разъяренной матерью, где-то там они, возможно, строили планы мести. Но Лидия не боялась. Деньги были в безопасности. Она была в безопасности. Все остальное уже не имело значения. Она легла спать с ощущением, что завтра, 11 мая, начнется новая жизнь. Без Никиты, без обмана, без постоянного страха. И впервые за долгое время ей не было страшно. Утром в субботу ее разбудил звонок. На экране светилось имя Светланы. «Привет, Лида, ты как?» «Я весь вечер пыталась дозвониться». «Извини, телефон был на беззвучном. Я нормально». «Точно? Ты уверена, что все в порядке?» Лидия села на кровати, провела рукой по лицу, ощущая груз прошедших событий. «Честно, не знаю. Никита вчера звонил с той встречи, орал, угрожал, но я держусь. Слушай, а он не попытается ворваться к тебе домой? Может, тебе уйти на пару дней, ко мне приехать?» Голос подруги звучал тревожно и участливо. Лидия задумалась, и в ее сознании всплыли тревожные образы. Разъяренное лицо Никиты, его сжатые кулаки, угрозы, выкрикнутые в телефон. Действительно, что если он явится сюда, в их, вернее, уже только ее жилище? Что если попытается силой вырвать документы или запугать ее, чтобы она вернула деньги? Мысль о возможном физическом конфликте заставила ее содрогнуться. «Не знаю, Света», — проговорила она, и в голосе ее впервые зазвучала неуверенность. Квартира все же формально его. Я не могу просто так выгнать его оттуда
Или поменять замки. «Тогда хотя бы не оставайся там одна», — настаивала подруга. «Позвони кому-нибудь из родственников, пусть побудут с тобой». Лидия мысленно перебрала немногочисленных родных и остановилась на отце. Михаил Иванович, ее седовласый, некогда могучий родитель, жил один в пригородном доме, с тех пор, как 5 лет назад от рака ушла ее мать. Он, несмотря на свои 63 года, оставался крепким, кряжестым мужчиной, чьи рабочие руки и прямой взгляд все еще внушали уважение. Их общение в последние годы стало редким и казенным, виной чему была и ее погруженность в брак, и тихая отстраненность отца после потери жены. Стыд от этой мысли сжал ей сердце. «Может, позвоню отцу, попрошу приехать?» — неуверенно высказала она предположение. «Отличная идея!» — тут же поддержала Светлана. «Позвони прямо сейчас». Попрощавшись, Лидия набрала номер. Отец ответил на 3-м гудке, и его низкий, хрипловатый от многолетнего курения голос прозвучал для нее как никогда родно. «Лида, что случилось?» «Пап, привет. У меня тут ситуация сложная. Можешь приехать ко мне сегодня?» «Что-то серьезное? Спросил он, и в его тоне не было ни укора, ни удивления, лишь готовность действовать. «Да, с Никитой мы, в общем, расстались. И я боюсь, что он может приехать, устроить скандал». Михаил Иванович на мгновение замолчал, и в тишине она почти физически ощутила, как напрягается его воля. «Он тебя обижал?» Прозвучал сдержанный, но твердый вопрос. «Нет, не бил, если ты об этом. Но обманывал. Хотел забрать все наши деньги. Я их спасла, а теперь он в ярости». «Понятно. Выезжай через полчаса. Жди». Положив трубку, Лидия выдохнула с таким облегчением, будто с плеч свалилась гора. Отец приедет. С ним, с этой скалой, она будет в безопасности. Она принялась метаться по квартире, бесцельно расставляя вещи, вытирая пыль, пытаясь заглушить внутреннюю дрожь физическими действиями. Ровно в 10:30 раздался звонок. В глазке она увидела знакомое суровое лицо с проседью в коротких волосах и усах. Открыв, она увидела его стоящим на пороге в простой рабочей куртке с небольшой сумкой в руке. «Здравствуй, дочка». «Привет, пап. Заходи». Он вошел, разулся с привычной основательностью и проследовал на кухню. За чаем, под аккомпанемент тикающих часов, Лидия, запинаясь и сбиваясь, выложила ему всю историю. О странностях Никиты, о звонках свекрови, о злосчастной распечатке, о 45 миллионах, о своем отчаянном переводе и о позорном провале у нотариуса. Михаил Иванович слушал, не перебивая, и его лицо по мере рассказа становилось все более каменным, а в глазах загорался холодный, стальной огонек. Когда она закончила, он лишь коротко кивнул. «Правильно сделала. Защитила свое. Но я боюсь, что он приедет, будет требовать деньги обратно. Может быть, агрессивным. Пусть приезжает, я тут посижу. Если что, разберемся, произнес он с такой простой и несокрушимой уверенностью, что Лидии на мгновение стало жаль Никиту. Она почувствовала, как внутри оттаивает что-то холодное и сжатое. «Спасибо, пап». «Не за что. Ты моя дочь. Кто тебя защитит, если не я?» Он устроился в кресле в гостиной с принесенной газетой, и его спокойное, массивное присутствие наполнило квартиру ощущением незыблемости. Лидия села за ноутбук и еще раз проверила счет 45 миллионов 220 тысяч в безопасности. День тянулся медленно и напряженно. Она пыталась читать, но не могла сосредоточиться. Отец изредка комментировал новости, и эти обыденные фразы действовали успокаивающе. Они пообедали молча, каждый погруженный в свои мысли. После обеда Лидия прилегла на диван, но сон не шел. Мысли вновь и вновь возвращались к Никите. Где он сейчас? Наверняка у своей матери. И она с легкостью представила, как Валентина Михайловна заливается театральными слезами, причитая о несправедливости, а ее сын, сжав кулаки, клянется во что бы то ни стало вернуть деньги и заставить Лидию заплатить за свое предательство. В 4 часа дня Лидия вышла на балкон, пытаясь глотнуть свежего воздуха и унять внутреннюю дрожь. Она стояла безучастно, наблюдая, как внизу теряровая жизнь. Дети гоняли на велосипедах, старушки на лавочке судачили о чем то своем. Этот мирный быт казался теперь и реальным, отстраненным фоном для ее собственной драмы,
наполненный тревожным, тягучим ожиданием. И ровно в 5 ее мрачные предчувствия сбылись. Во двор с визгом шин ворвалась черная «Тойота». Резко затормозив у подъезда, из машины выскочил Никита. Его лицо было багровым от ярости, движения резкими, порывистыми. Хлопнув дверью, он рванул к багажнику и вытащил оттуда длинный металлический предмет — монтировку. Лидия похолодела, сердце ушло в пятки. «Пап», — выдохнула она, вбегая в гостиную. «Он приехал. С монтировкой». Михаил Иванович молча встал с кресла. Его движения были обманчиво медлительными, но в глазах вспыхнула стальная решимость. «Спокойно. Сейчас разберемся. Закрой балкон, иди в гостиную». Она повиновалась, отойдя от окна, и прислушалась. Сердце колотилось так громко, что заглушало все другие звуки. Минуту стояла звенящая тишина. Потом внизу хлопнула дверь подъезда, и вскоре по лестничному маршу раздались тяжелые быстрые шаги. Никита поднимался. Отец взял Лидию за плечи. Его взгляд был твердым и ясным. «Слушай меня. Сейчас он будет ломиться. Не открывай. Я буду говорить через дверь. Если начнет взламывать, сразу звони в полицию. Понятно?» Лидия лишь кивнула, не в силах вымолвить ни слова от сдавленного страха. Шаги замерли за дверью. Последовал долгий и настойчивый звонок, затем еще один, а потом глухие удары кулаком в дерево. «Лида, открывай! Я знаю, что ты дома!» Его голос был хриплым от бешенства. Отец бесшумно подошел к двери и встал у косяка. «Кричи еще громче», — спокойно сказал он сквозь преграду. «Соседи услышат». За дверью наступила пауза. «Михаил Иванович, это вы?» Я. А ты что делаешь с монтировкой в руках? Никита проигнорировал вопрос. «Лида, открой, мне нужно поговорить». «Не откроет». Голос отца звучал ровно и неоспоримо. «И тебе лучше уйти, пока по-хорошему». «Это моя квартира. Я имею право войти». Дверь закрыта изнутри. Это значит, человек внутри не хочет тебя видеть. Взлом — незаконное проникновение. «Да пошел ты!» — рявкнул Никита, и в дверь вновь забарабанили его кулаки. Лидия, прижавшись к стене, с трудом дышала. «Лида, звони в полицию», — не оборачиваясь, приказал отец. Дрожащими пальцами она набрала 102 и, запинаясь, объяснила дежурному ситуацию. Тот пообещал наряд через 10-15 минут. «Едут», — прошептала она. Отец кивнул. «Никита!» — громко сказал он. «Полиция уже в пути. Советую тебе уйти». На несколько секундов за дверью воцарилась тишина. Затем послышались отступающие шаги. Лидия выдохнула с облегчением, но оно было недолгим. Шаги остановились. И тут раздался оглушительный грохот, от которого задрожали стены. Никита бил монтировкой по двери. Дерево трещало, скрипели петли. «Он ломает дверь!» — вскрикнула Лидия. Отец схватил ее за руку. «Быстро в гостиную». Они метнулись в комнату. Он захлопнул дверь и силой придвинул к ней тяжелое кресло. Лидия прижалась к стене, зажимая рот ладонью, чтобы не закричать. Грохот продолжался. Один удар, второй, третий. Послышался треск ломающегося дерева, звон сорванной цепочки. Дверь с грохотом распахнулась, ударившись о стену. Тяжелые шаги заполнили прихожую. «Лида, где ты, тварь?» Рёв Никиты оглушал. Лидия замерла, не дыша. Отец стоял между ней и дверью в гостиную, заслоняя ее собой. Шаги приближались. Никита проверил кухню, ванную, спальню и направился к ним. Дверь в гостиную с силой распахнулась. На пороге стоял Никита. Его лицо было искажено гримасой первобытной ярости. Глаза налились кровью. В бешено сжатой руке он держал монтировку. Он увидел Лидию, прижавшуюся к стене, словно загнанный зверек. И это, казалось, лишь подстегнуло его ярость. С рёвом «Вот ты где!» Он сделал рывок вперед, занося монтировку над головой для сокрушительного удара. Лидия инстинктивно зажмурилась, вжимаясь в шероховатые обои, ожидая боли. Но она не последовала. Раздался лишь тяжелый прерывистый вздох. Она открыла глаза и увидела, что Никита застыл на месте. Его рука с зажатым орудием беспомощно замерла в воздухе. Его взгляд, полный бешенства, был теперь прикован к правому углу комнаты,
куда он до этого не смотрел. Там, в тени за дверью, стоял Михаил Иванович. Ворвавшись с ослепляющей яростью, Никита попросту не заметил его. Теперь же он видел высокую, мощную фигуру, широкие плечи, сжатые в каменные кулаки руки и взгляд, холодный и острый, как лезвие. Отец молчал, но это молчание было громче любого крика и насыщало воздух неотвратимой угрозой. «Положи монтировку на пол». Прозвучало тихо, но с такой неоспоримой силой, что слова будто вдавились в стены. Никита тяжело дышал. Его грудь ходуном ходила. Рука с монтировкой дрожала от напряжения. Он перевел взгляд на Лидию, потом снова на отца, пытаясь найти выход. «Я просто хотел поговорить». «Положи монтировку! Она забрала мои деньги!» — выкрикнул он, и в его голосе слышалась уже не столько злость, сколько отчаянная жалоба. «Наши!» — проговорила Лидия, и ее голос, хоть и дрожал, приобрел твердость. «Наши деньги. И ты хотел украсть их без моего ведома». «Заткнись!» — рявкнул Никита, резко поворачиваясь к ней. Это была его роковая ошибка. Всего на секунду он отвел взгляд от Михаила Ивановича. Этой секунды хватило. Отец молниеносно шагнул вперед. Его железная рука схватила Никиту за запястье, сжимающее монтировку, и с силой выкрутила ее. Раздался болезненный хруст, и Никита с воплем отпустил орудие. Оно с оглушительным лязгом упало на паркет. В следующее мгновение Михаил Иванович развернул его, с силой прижал лицом к стене и скрутил руки за спиной. «Стоять тихо! Отпустите! Больно!» «Должно было быть больно моей дочери, когда ты замахнулся на нее. Я не собирался. Ты ворвался в квартиру с монтировкой. Ты замахнулся. Это покушение на причинение вреда здоровью. Статья». Отец говорил четко и безапелляционно, как будто зачитывал протокол. Никита попытался вырваться, но хватка была мертвой. «Лида», — спокойно, не отпуская зятя, сказал Михаил Иванович. «Где полиция?» Лидия подбежала к окну. Внизу у подъезда уже стояла машина с проблесковыми маячками. «Поднимается, наверное». Через минуту в распахнутую настежь квартиру вошли двое сотрудников полиции. Их взору предстала картина, не требующая долгих объяснений. Сломанная дверь, валяющаяся на полу монтировка и мужчина, скрученный пожилым, но могучим человеком. Что здесь происходит? Михаил Иванович отпустил Никиту и отступил на шаг, дав тому возможность разогнуться. Этот человек выбил входную дверь монтировкой, ворвался в квартиру и замахнулся на мою дочь. Вот орудие, вот сломанная дверь. Я свидетель. Полицейские переглянулись. Старший с нашивками сержанта достал блокнот. «Гражданин, ваши документы». Никита с трясущимися руками и лицом, белым как мел, молча полез в карман за паспортом. Полицейский проверил данные, переговорил по рации, затем кивнул напарнику. «Проходите с нами, будем разбираться в отделении». «Но я здесь прописан». «Это моя квартира», — попытался возразить Никита, но в его голосе уже не было прежней уверенности. «Незаконное проникновение с взломом и угроза применения насилия — это преступление, независимо от регистрации. Проходите». «Да она забрала мои деньги. 45 миллионов. Я имею право». «Это вопрос гражданский, решается через суд. А у нас уголовное дело за взлом и угрозы. Проходите, гражданин». Никиту вывели из квартиры. Он шел, сгорбившись, опустив голову, волоча ноги. От его недавней ярости не осталось и следа. Полицейские попросили Лидию и Михаила Ивановича приехать в отделение для дачи показаний. Они согласились. Один из сотрудников остался у сломанной двери, ожидая приезда участкового для оформления места происшествия. Лидия и отец провели в отделении полиции около 2 часов, заполняя бесконечные бумаги и давая пространные показания. Каждое слово, описывающее сегодняшний кошмар, фиксировалось протоколом, и Лидия чувствовала, как с каждым подписанным листом груз ответственности за произошедшее окончательно перекладывается с ее хрупких плеч на Никиту. Ему теперь грозило возбуждение уголовного дела по серьезной статье — незаконное проникновение в жилище и угроза применения насилия. Когда они измотанные вернулись домой, ночь уже полностью вступила в свои права. Участковый, дожидавшийся их, составил протокол осмотра. Его вспышка на мгновение освещала искалеченную дверь и валявшуюся на полу монтировку. Вещественные доказательства безумия.
Оставшись, наконец, одни в квартире со следами варварского вторжения, они молча осмотрели повреждения. «Петли целы, замок сломан. Коробка треснула», — констатировал Михаил Иванович, проводя рукой по расщепленной древесине. «Завтра вызовем мастера, поменяем все. Лидия, силы которой были на исходе, опустилась на диван и обхватила голову руками. Все ее тело дрожало, отпуская накопившееся за день адреналиновое напряжение. «Пап, если бы не ты...» Ее голос сорвался в шепот. Отец присел рядом, и его сильная, привыкшая к труду рука легла на ее плечи, прижимая к себе. Все позади, дочка. Он больше не посмеет подойти. Но он же в полиции. Его же отпустят. Отпустят, но возбудят дело. Он теперь понимает, что зашел слишком далеко. Один раз ударили по башке, больше не полезет. С горькой усмешкой произнес он. И в его словах была житейская мудрость человека, видавшего всякое. Лидия прислонилась головой к его плечу. И они сидели так в тишине, пока за окном окончательно гасла вечерняя заря, и город зажигал свои бесчисленные огни. «Знаешь, пап», — тихо начала она, — «я думала, что после стольких лет с ним мне будет страшно остаться одной. А сейчас понимаю, мне спокойно. Впервые за месяцы по-настоящему спокойно. Потому что ты сделала правильный выбор. Защитила себя. Но 20 лет. 20 лет прожито с человеком, а он оказался не тем, кем я думала. «Бывает?» — просто ответил отец. «Главное, что ты вовремя это поняла и не побоялась действовать». Лидия подняла голову и посмотрела на него. В ее глазах стояли слезы облегчения. «Спасибо тебе за всё». Отец улыбнулся своей редкой, сдержанной улыбкой. «Я твой отец. Это моя работа». На ночь они вновь, для собственного спокойствия, придвинули к поврежденной двери тяжелый шкаф. Отец устроился на диване в гостиной, а Лидия легла в своей спальне, еще долго прислушиваясь к ночным звукам. Но на этот раз никто не потревожил ее покой. Утром вызвали мастера. Тот, осмотрев дверь, лишь покачал головой. «Коробку менять надо. И дверь, пожалуй, тоже. Видите, вмятины от монтировки. Косметикой не замажешь». Лидия, не колеблясь, согласилась на замену. И к 8 вечера на ее квартире красовалась новая крепкая дверь с надежным замком. Физический символ ее возрождающейся безопасности. Отец остался с ней еще на неделю. Их совместные дни обрели простой, исцеляющий ритм. Походы в магазин, готовка, просмотр телевизора. Лидия ходила на работу, а вечером возвращалась в дом, где ее ждал горячий ужин и молчаливая, но столь важная поддержка. Михаил Иванович не лез с расспросами, не давил. Он просто был рядом. И это было именно тем, в чем она так нуждалась. Тем временем Никиту выпустили из полиции на следующий день. Но уголовное дело возбудили, назначив ему подписку о невыезде. Ему было строго-настрого запрещено приближаться к Лидии ближе, чем на 100 метров, и любое нарушение грозило реальным сроком. Узнав об этом от следователя, Лидия почувствовала последние остатки страха уйти. Через неделю отец, убедившись, что дочь окрепла, собрался уезжать. «Ты справишься?» — спросил он, стоя у своей машины. «Справлюсь, пап. Спасибо, что был рядом». Они обнялись, и, проводив его взглядом, Лидия вернулась в квартиру. Она была тихой и пустой, но больше не пугающей. Сев за ноутбук, она нашла сайт юридических услуг и записалась на консультацию к адвокату по семейным делам. На следующий день в его кабинете она подробно изложила всю ситуацию. Адвокат, делая пометки, выслушал ее и в конце заключил. Дело достаточно простое. Вы докажете свой вклад в общее накопление выписками по зарплате. У нас есть свидетельство ваших переводов на общий счет. Никита может подать встречный иск о разделе, но, учитывая его действия, взлом квартиры, угрозы, уголовное дело, суд почти наверняка встанет на вашу сторону. «А квартира?» — спросила Лидия, чувствуя, как в горле снова застревает комок старой, почти забытой боли. Адвокат покачал головой. Квартира оформлена на него до брака. Это его личная собственность. Вы не можете на нее претендовать, если не докажете, что существенно вкладывались в ремонт или ипотеку. «Я не вкладывалась», — тихо призналась Лидия. Все платил он. Тогда квартира останется ему. Но и деньги с общего счета по большей части ваши. Подаем на развод. «Да», — твердо ответила она, и в этом коротком слове заключалось целое решение,
выстраданное месяцами страха и неопределенности. Хорошо. Готовьте документы. Выйдя от адвоката, она ощутила, будто с ее плеч свалилась гиря, которую она тащила 20 лет. Мир не рухнул. Напротив, он начал медленное, но неуклонное движение вперед. Жизнь не остановилась, она продолжалась, и впервые за долгое время Лидия чувствовала себя не пассажиром, а водителем в этой поездке. Развод оформили через 2 месяца, по обоюдному согласию, без унизительных судебных баталий. Никита не сопротивлялся, словно осознав всю тщетность борьбы. Денег он так и не получил. Суд, тщательно изучив предоставленные Лидии выписки, признал 8 миллионов ее бесспорным вкладом. Остальные 37 вызвали вопросы. Но поскольку Никита не смог представить четких доказательств происхождения своих доходов, а его противоправные действия, взлом и угрозы говорили не в его пользу, суд постановил оставить все средства на ее счету. Квартира осталась Никите. В августе Лидия съехала. Сначала она снимала небольшую однушку на окраине, но в сентябре нашла то, что искала. Двухкомнатную квартиру в новостройке, светлую, с качественным ремонтом и видом на парк. Район был тихим и уютным. Цена в 30 миллионов оказалась посильной. Она оформила покупку и въехала в октябре. Отец помог с переездом, сноровисто управляясь с коробками и сборкой мебели. Светлана примчалась с тортом и цветами, и они устроили маленькое, но душевное новоселье. Лидия стояла посреди своей гостиной, смотрела на улыбки друзей, на сияющее лицо отца, на светлые стены и большие окна, за которыми открывался ее собственный новый мир, и улыбалась. Это была ее крепость, купленная на ее деньги, выстраданная и завоеванная. На работе дела шли в гору. В ноябре ее повысили до финансового директора, и зарплата выросла до 80 тысяч. Жизнь, словно компенсируя прошлые невзгоды, налаживалась медленно, но верно. Однажды декабрьским вечером, когда за окном кружился первый снег, она сидела на своем диване с чашкой ароматного какао. Телевизор бубнил что-то малозначимое, а она просто смотрела на белые хлопья, танцующие в свете фонарей. Телефон завибрировал. Сообщение от незнакомого номера. «Лида, это Никита. Прости меня, я был неправ во всем. Я понимаю теперь, что потерял. Можем встретиться, поговорить». Она прочла сообщение, перечла, затем долгим безразличным взглядом посмотрела на экран. Потом удалила сообщение, заблокировала номер, отложила телефон и допила какао. Возвращаться? Куда? Та жизнь с ее ложью, страхами и унижениями безвозвратно канула в прошлое. Та Лидия, что терпела, прощала и молчала, осталась там, в той трехкомнатной клетке. Теперь она была другой, сильной, свободной и, наконец, по-настоящему счастливой. Деньги, заработанные за 20 лет, лежали на счету. Часть ушла на квартиру, остальное на депозите приносило стабильный доход. Это был ее фундамент, ее уверенность в завтрашнем дне. Теперь она знала себе цену, умела постоять за себя и понимала, что не обязана никому приносить себя в жертву. Иногда по выходным она навещала отца. Они ужинали вместе, говорили о жизни, и он показывал ей небольшой участок рядом со своим домом, мечтая построить там летний домик для гостей. «Для тебя», — говорил он, — «и для внуков». «Какие внуки, пап? Мне 42». «И что, найдешь достойного? Родишь или усыновите?» — парировал он. Лидия лишь улыбалась в ответ. «Может быть, а может и нет. И это нормально». Главное было в том, что она больше не боялась. Ни одиночества, ни старости, ни неопределенности завтрашнего дня. 20 лет, прожитых с не тем человеком, стали для нее суровой, но бесценной школой, научившей тому, о чем не пишут в книгах. Она стала собой. Настоящей, цельной, свободной. И это осознание было лучшим, что случилось в ее жизни. Спасибо, что дослушали эту историю до конца. Если она затронула вас, оставьте, пожалуйста, комментарий. Мне очень важно знать ваше мнение. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые рассказы. Ваша поддержка помогает творить дальше.